Morissette Amon Reaction. Дорогие друзья, всем привет! С вами преподаватель вокала Орлеана. Ручки чешутся. Чем мне нравится записывать реакции? Тем, что я постоянно что-то узнаю новое. Записывать уроки вокала, как я начинала это делать раньше, мне почему-то было не так интересно, как записывать именно реакции. А все потому, что вы, дорогие мои зрители, постоянно пишите мне в комментариях и просите посмотреть кого-то нового, кого я еще совсем не знаю. А когда смотрю, поражаюсь, господи, сколько же классных, крутых артистов, которых я не знаю. И на этот раз сегодня для меня тоже будет открытие. Это новое имя Morissette Amon. Это, я так поняла, что чуть-чуть залезла в Википедию. Филиппинская певица, 25 лет на данный момент. И я, честно говоря, не могу точно сказать, правильно ли я произнесла ее имя. Напишите мне об этом в комментариях. Morissette Amon или Morissette Amon. Напишите. Я зашла на официальный YouTube канал Morissette и нашла самое популярное видео, которое набрало 5 миллионов просмотров. Вот мне стало интересно. Давайте сейчас посмотрим это видео, самое успешное на канале. Дорогой друг, а если ты еще не подписан на мой канал, то обязательно нажимай на красную кнопочку внизу. А я пока включаю видео. Остановлю пока. Увидела, что это multi-language cover. И сначала подумала, что сейчас будет какая-то авторская песня, но нет, это кавер. Кстати, неплохой, интересный тембр. Не могу сказать, что он как-то лично для меня чем-то отличается, например, от тембра Марайя Кэрри. Я, может быть, даже бы и спутала, вот честно. Может быть, даже бы спутала. Посмотрим, может быть, будет в развитии какой-то особый такой, особая окраска, особый эффект голоса, что это будет вызывать нечто, какие-то новые совершенно ассоциации, а может быть, вообще никаких ассоциаций не вызывать. Но пока что тембрально я не слышу, что он какой-то супер особенный, этот голос. Но вообще, конечно, Morissette очень красиво поет. Слышно, что у нее хорошая техника, хороший голос, гибкий. И поет она уже достаточно долго. В общем-то, интересно. А вот это был интересный эффект сейчас. То есть она так тембрально немножечко сделала такое разнообразие в звуке, да, то есть нижний звук, он прямо прозвучал только грудным резонатором, грудным регистром, а потом ушел снова в микст. Красивая песня. Тембр вообще сам по себе красивый, я вот ничего такого сказать не могу, он очень красивый, очень приятный, теплый, такой вот, как я люблю, низкий тембр. Но пока что я его как не могу вычленить, сказать, что вот это особенный тембр. Если, конечно, я послушаю, может быть, много-много песен, и тогда у меня уже не будет возникать ощущение, что я с кем-то могу спутать этот голос. Но пока при первом прослушивании нет ощущения такого эффекта «Вау, это вообще что-то новое». Ну вот чем мне нравится, очень нравится, тем, что голос взрослый звучит. Ну вот я так предполагаю, что это сейчас начало, да, и, конечно же, в этой песне будет развитие, что-то будет, наверное, в середине, в конце будет что-то прям супер вау. Но пока что это развитие, и вот
Что могу единственное отметить, это вот эти низкие частоты, обертоны в некоторых нотах, которые прям у нее как, вот, как фишечка такая, да, вот так вырываются, а потом снова собираются. То есть как бы она высвечивает прямо низкие обертоны в некоторых нотах. Why didn't you tell me what held you back? А вот это, ребята, что я надеюсь, что вы многие знаете, да, это субтон, прием такой есть, да, пение с воздухом, когда мы пропускаем на головном звучании очень много воздуха, ощущение такой теплоты возникает, как бы такого шепчущего немного звука, да. Ну вот это вот тоже такой прием в начале, где только песня набирает обороты, да, развивается, там всегда в таком жанре такой прием очень классно звучит. Did you ever think of everything I'd feel? Очень хорошо. Ну и я, честно говоря, не знаю, на Филиппинах там английский язык обязательный, наверное, для изучения в школах, да, детьми. Английский язык очень хороший. You fell for me and said I had your heart. Вот сейчас был переход на головной звук. Я, когда тоже через субтон больше высветился головной регистр. But you just let me fall, never try to catch me at all. Очень интересно звучит. Вот головной звук, да, очень такой крепкий, но это все идет через прием субтоновости. Где-то вот высвечивала буквально несколько нот, да, такой опертый микс, а потом снова уходил головной субтон, но при этом вот в этой песне это просто закон развития такого стиля. Should I hate you and try to just forget? Тоже, ну вот я думаю, что сейчас уже будет какое-то развитие, почему-то я ожидала, что сейчас пойдет такой плотненький микс, что-то будет такое. Пока нету этого. Ладно, ждем, наверное, будет это чуть подальше, попозже. Пока тоже слышу головной субтон. Should I blame myself and live with this regret if I could only do it all again? Вот знаете, мне очень, вот сейчас мне прям вот эти фразы очень нравятся у нее. И головной субтон пошел более такой опертый. Я не знаю, слышно это или нет. Но вот он уже практически выходит в микс, но еще не микс. Мне очень нравится музыкальность, которая создается, да, вот в этом пении. Не могу сказать, что я вообще любитель такого стиля в вокале, но мне вот само построение музыкальных фраз, тембральность, мелизматика, техника очень нравится у этой певицы. I would turn back time, back when I was yours and you were still mine. Ну вот пока это такой субтон, Субтонович. Нигде еще не услышала я плотного опертого микста. Может быть, его и не будет, может быть, это стиль, который, в общем-то, каждый артист, каждый вокалист имеет право выбрать свой стиль пения, в котором ему наиболее комфортно существовать, который у него лучше всего звучит, с ним как с образом соединяется. Мне вообще нравится, мне близка такая манера, учитывая, что голос у меня низкий, у меня очень хорошо вот это вот ощущение, да, моего собственного голоса резонирует с тем, что я слышу от певицы Марисет. Вот сейчас я чувствую, что уже пойдет развитие, и как раз-таки более плотное смыкание начнется. Более плотный звук. Такой стиль, он предполагает, что где-то ближе к концу произведения будут мощные высокие ноты. Я прям вот ожидаю, что они все-таки будут. Остановлю. Вот в этом кусочке сейчас слышались и очень беглые, такие виртуозные, хорошие мелизмы, показатель вокальной хорошей техники на дыхании, а также мы услышали в конце вибрато, такое, знаете,
очень медленная вибрато, такое практически качание, стильная вибрато. Да, сейчас очень многие певцы используют такой прием. Hinayaan mong pusong nahuhulog at nasasaktan na nga ngayon. May magagawa pa ba? Вот они эти ноты. Да, конечно, звучат они как-то немножко необычно, то есть ощущение, что она их расширяет, да, это не как Ариана Гранде, например, поет, да, у Арианы Гранде очень такой пронзительный микс высокий, у Марисет у нее больше низких частот в этом миксе, что как раз-таки позволяет сохранять низкий тембр, но при этом петь высоко, да, и вот интересное сочетание, конечно. Malilimot pa bang mga sakit? Kulang bang di nadama ang pag-ibig? Очень меня впечатляет ее микс, очень сильный. И вот этот переход на флажолет, на йодль, да, такой сброс звука. Вот как раз то, что еще у нас Диана Анкудинова часто использует. Здесь вот я это тоже услышала. Интересно. Kung naibabalik ang nakaraan. Ну, конечно, данные вот у этой певицы очень тоже слышно, что от природы очень сильные. Я почему-то предполагаю даже, что когда она была чуть-чуть поменьше, по возрасте там 14 лет, да, там 13, когда только начинала заниматься, наверное, вокальной техникой, у нее голос был высокий. Потому что это прям вот сейчас, когда она поет микс, слышно, что высокие ноты, они у нее достаточно отработанные, и отработанные когда-то очень давно и хорошо, и они есть. Очень классно, прямо вот... И вот это скорее низ, который звучал в начале, развился позже. Да? Началось все с высоких нот, я почему-то думаю. Nung ako'y iyong nangkin, ito'y mayroong ako't ikaw pa rin. Вот я прямо чувствую, да, что она как бы развела вот этот вот свой низкий тембр через высокие ноты сначала. То есть, возможно, сначала ее голос был более такой, знаете, звонкий, пронзительный, высокий, и потом она уже начала работать больше над уплотнением низких частот. Что вот сейчас я могу сказать, меня очень сильно впечатляет вот это звучание голоса. Да, для ее голоса, конечно, это достаточно высокие ноты, но то, как она их поет, тембрально, как они раскрываются, я могу сказать, что все-таки голос сам по себе у нее меццо-сопрановый, не чисто сопрановый, потому что и низа очень убедительные, и верха, которые остались, скорее всего, с подросткового возраста. Кстати, ребят, напишите мне, знаете ли вы, какой путь прошла Марисет в своей вокальной технике, как она занималась вокалом, или она вдруг обнаружила, что она, оказывается, умеет так петь, или она очень долго занималась своим голосом. Since you decided to walk out the door, I won't question your choice anymore. Please don't ever look my way again. Вибрато очень, конечно, красивый у нее возникает. Микстовые ноты низко звучат. I'll try to hold in the tears with a smile. Hope that it can last me a while. Watching all of these fading memories, it's finally clear to me we're never meant to be. Ого, а вот это было сейчас вау. Вот это было сейчас вау. Она вышла там на какие-то критически высокие ноты свои, они прозвучали шикарно. Тоже все было в теме, все было в форме, в той, которой, да, она не потеряла абсолютно тембр. Прозвучало это ну, очень красиво, очень качественно именно в миксте. Прям классно. Сейчас я прям даже поразилась. Ну, это где-то там, я думаю, что уже фа, наверное. Фа, может быть, даже фа диез. Так что класс.
Очень такой у нее достаточно широкий диапазон голоса. 참아야만 하겠지 잊혀질 수 있도록 다시는 Извините, остановила. Использует также здесь Марисет приемчики, рычание, легкое расщепление, да, и крайне высокие ноты идут. 게 tun거하지 내 마지막 사랑은 Ага. И заметьте, какая у нее идеальная улыбка, когда она поет высокие ноты. 알아서 너에게 주고 싶어서 Ой, ой-ой-ой-ой, как она тут замочила все, вообще супер. Очень сильная. Сильный вокал, сильный голос и очень мощная техника, и очень мощное проживание изнутри, прямо вот, да, все сжимается, когда слушаешь, ну, по-хорошему, да, у меня, не знаю, мне прямо душу сжимает, когда я слушаю такой вокал. hoping one day she could be all the happiness you never felt. Мгм. И снова переход на субтоновые средние ноты, не низ, но хороший головной субтон такой идет, да? Немножко какая-то мольба и плач в этой интонации. With me, With me, with me. Мгм. Друзья мои, ну что ж, поздравьте меня, с этого дня я теперь знаю, кто такая певица Марисет Амон. Как бы это выразить? Мне понравилось, но, честно говоря, вот особой какой-то манеры и особого тембра для себя я, наверное, не отметила. То есть были хорошие, интересные моменты, но часто такое я уже слышала. Вот таким голосом я уже слышала многих вокалистов. Вообще певица очень хорошая, техничная, мелизмы, все прекрасно, вибрато, все есть, дыхание шикарное, низкие обертоны, частоты, высокие ноты, микс потрясающий, все есть. Но вот как-то, может быть, стиль такой музыки я не очень воспринимаю. Нет, меня захватил сам вокал. Меня захватили приемы, захватила вот эта вот энергетика мощная, вот эта вот подача, да, и само искусство меня захватило. Но, наверное, стиль... Вот Марайя Кэрри я никогда не слушала. Потому что я послушаю одну песню, и мне как бы достаточно. У меня никогда не было фанатизма, вот от этих мелизмов чрезмерных, да. Хотя она не чрезмерно использует мелизматику. Марайя Кэрри, конечно, сильнее, и как Кристина Агилера, там вообще с ума сойти, постоянно использует во всех фразах мелизма. У нее, конечно, более так все собрано в этом плане. Но, не знаю, вот такая музыка меня как-то не... Ну, как-то ничего нового я не услышала в плане музыки, наверное. Хотя тембр, голос мне очень понравился, певица мне понравилась. Ну, вот как-то вот, не знаю, ощущение, что я хочу и дальше смотреть, и слушать, и наблюдать за этой певицей, почему-то у меня не возникло. Ребята, напишите в комментариях, как вы считаете, нравится ли вам певица Марисет Амон. Может быть, я послушала не то видео, которое нужно было бы послушать. Мне казалось, что если видео самое популярное, оно набрало больше всех просмотров, значит, это самое лучшее видео, самое показательное. Да, я могу сказать, что видео-то показательное, потому что там голос очень хорошо раскрывается. Есть и верха, и низа, есть и все. Ну вот, наверное, все-таки в таком стиле мне не очень заходят сами песни. Дело только в песне, не в певице. Ребята, напишите, пожалуйста, в комментариях свое мнение. Будет очень интересно пообщаться, что вы думаете по этому поводу. И, может быть, какие-то моменты я не уловила,
какие-то технические вещи, если вы вокальный педагог или вокалист, что-то вы заметили особенное, но я про это не сказала, тоже напишите в комментариях. А также будьте подписаны на канал, поделитесь этим видео со своими друзьями в социальных сетях, если оно вам понравилось, и приходите на премьеры новых видео. А с вами преподаватель вокала Орлеана. Не прощаюсь, дорогие друзья, мы еще обязательно увидимся.